Игорь, запечатли, запомни, когда Валентина Ивановна будет 125 лет, мы будем играть в бадминтон. Да, обязательно. Обязательно. Это она говорит обязательно. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами на Чистопрудном бульваре. 31 градус температура. И со мной, как вы уже догадались, Добрый вечер, дамы и Александр господа. и Валентина Ивановна. Конечно. Добрый вечер. Вот мы Под ручку. решили прогуляться, посмотреть, чем здесь народ дышит. Ну Смотреть и город Москва. заодно здесь сейчас лето в Москве, такие фестивали проходят. Да. И танцульки здесь. Ну, может, мы и станцуем, Валентина Ивановна, как вы? Обязательно, если есть. Александр вас будет ангажировать. А вы будете танцевать. Да, А ты не Я буду будешь, что ли? смотреть на вас, как вы будете изменять. Кстати, я сегодня смотрел, набрал Чистопрудный бульвар, и у меня видео высветились несколько. Ну, Сергей со Светланой здесь дают джазу, да? Здесь танцы еще есть? Конечно. Да, здесь и Здесь танцы, Есть 3 здесь площадки, еще вот чего- одна из здесь них. еще чего-то будет. А, я даже не знал об этом. Вот одна из них. Так что сейчас мы посмотрим здесь. Ну и Валентина Ивановна за 1,5 часа вышла из дома. И Попала под дождь, под тропический, она сказала. была Вообще. мокрая и сразу высохла. Так что вы можете от меня отходить, микрофоны достают на 20 метров. А, Так Это что, учеба. Это да. Не хотите, Валентина Ивановна, Поучиться. поучиться немножко? В штанишках все, я в штанишках. а вы в платье красивом. Так, сейчас. Посмотрим. Здесь таких 3 площадки, по-моему. Ну, прикольно вообще. Первый раз вижу. Не хотите попробовать, Валентина Ивановна? Смолянка, надо же врубиться. Ну, что делать надо? Что, почем, да? Как вам? Ничего, мне нравится. Ну, пока будете думать, пойдемте дальше. Да. Все. Мы, так это сказать, осмотримся для начала. Нет, лучше другие танцы. Конечно. Нам такие не подходят? Это занятие. Но мне, может быть, подходят. Это занятие. Нет, Это занятие, это учат. это учат. Ну, понимаешь, врубиться через 5 минут уже можно с ними, как говорится, все. Чуть-чуть посмотреть, что же они хотят. Все. Это же первый раз. Мы прошли, вон там обошли метро, станция Чистые пруды, вот она впереди у нас. А вокруг все загорожено. Здесь грандиозная перестройка рисуют. идет, да. Да. И трамвайную линию дальше туда, в сторону Мясницкой продлевают. Так что, ну здесь, видите, лето в Москве, фестиваль проходить будет до 14 сентября. Посмотрите, Да, здесь здесь, вот видишь, учат художники. мастер-классы, да. да, мастер-класс художники рисуют. Александр, как вам? Шикарно. Я здесь 100 лет не был. Поливают цветочки. Ну а дальше там вот все уже закрыто. Памятник Грибоедову, как всегда, у него голубь тоже на голове сидит. Ага. Ну и Это он как у этого. в зоне, Как мы с тобой были у Карла Маркса. да, в зоне То же производства самое. работ. Голуби любят голову. Вот она, еще небольшая площадочка здесь. Ну а пока тут суть до дела. Что, пойдемте Пойдемте дальше. на Чистые пруды? Да. Пожалуйста, девушка, Девушка, тут как тут. идите со мной Тут рядом. как тут. Не теряйте. Ой, А ой. Чистые пруды, знаете, почему называется? Да. Здесь было несколько, 3 версии Здесь есть. было 3 пруда. Да, 3 пруда. 2 зарыли, 1 оставили. Ваша версия какая? Почему так называется? А два Чистые пруды? названия существует, понимаешь, в чем дело? Они же еще были не только чистые пруды, они были и пионерские пруды. А до этого они были поганые Вот пруды. и поганые пруды. А поганые Да, они это- были, потому что улица Мясницкая сама Да, за себя 2 говорит. было. Здесь торговые ряды были в те Бросали времена. мусор, И первое. все дерьмо А сбрасывали в пруды. Нет, Игорек. И еще второй вариант, когда было язычество, были идолы. Да, И да, этих да, идолов их тоже. Это бросали. второй. Да, тоже Я самые расскажу сейчас поганые. вот про Поганые, да. один Да. вариант. Так вот, бросали туда все Да, нечистоты, все отходы мясные, сюда прям Мне в рассказывали. пруды. И когда граф Менчиков пришел, дал всем здесь П, вычистил их, запретил туда все сбрасывать Да, и назвал их чистыми Здесь прудами. раньше актер Карачесов Противовес. всегда Это гулял, какой-то век сидел. еще.
А вторая версия, Идол. а это нет, это идолы, а тогда получается третья версия еще есть. А еще Здесь было имение какого-то мещанина, я забыл его, Шапка, по-моему, его звали. И князь Долгорукий. Смотрите, как хорошо мне историю рассказывают. Князь Долгорукий возвращался с Владимира. Хотите, я вас снимут с котом? Еще Это ваш будет новый друг дома. И слушай, князь Ты Долгорукий слушай, тебе рассказывают. возвращался с Владимира и решил тут переночевать у него этого мещанина в его усадьбе. Что ты А меня близко снимаешь? чистые пруды, они как раз входили в это. Все. Ну и все, заночевал. Но ему не понравилось, как с ним обходился этот мещанин, как он его обслуживал. Ну и не нашел он ничего более умного, как приказал, его грохнули и выбросили в эти пруды. А я здесь в свое время, когда гулял, ну я говорю, это было очень давно. Я очень много видел знаменитых старых актеров, которые здесь всегда гуляли по вечерам. Ну, видишь, а именно кого видел. Караченцева с его женой. Они здесь сидели на лавочке. Как ее, Людмила, фамилия Пургина. Пургина, да. Да, еще кого-то видел, но я уже не вспомню. Это же было, говорю, давно. Но вот их я запомнил прям вообще. Как Тальков пел «Чистые пруды», Чистые пруды, «Застенчивые ивы». застенчивые ивы. Да, песня, конечно, шикарная. И как девчонки стоя у воды, да? Да, как девчонки с твоего окна. У окна, у воды. Да. У окна, у окна. Народ все прибывает и прибывает. Здесь народу всегда много. Много. Ну, К вечеру будет полно еще. Сейчас еще Здесь, рановато. здесь еще есть какой-то, Еще 6 здесь часов. есть бульвар какой-то, Страстной бульвар. где тусуются все. Ну, вот это очи- бульварное кольцо. Ну, Бульвар. там где-то. Там, а дальше. Вот там постоянно и блогеры, и все, кто хочешь. А блогеры на Патриках Ну, и там постоянно вообще дофига. трутся. Вот здесь, видите, И шахматы играют, Да, шашки. на деньги. да, шашки, шашки. Ну да, кто умеет. Да. Разденут тебя и разуют. Помнишь, джентльмены, Да. удачи? Но это правда, если ты не умеешь, я, например, уже давно не помню, как это. В шашки вспомню, шахматы не вспомню. Видите, все, А ждут, это игра, это как, о, господи, в Армении играют, в Грузии играют. все ждут играют. жертву свою. Да, кто согласится сыграть. Но очень красиво, очень. Нравится тебе? Да, я вообще говорю, я давно здесь не был, поэтому для меня это вообще как Да. парк переделали. Да, все переделали. Вообще Был, просто. он очень был неказистый. Он был очень такой довольно захламленный. Да я И помню. всё, да, и все. Тяжела и неказиста Да. А жизнь сейчас, российского конечно, туриста. Да? Сейчас, конечно, поставили Очень много красиво. красивых декораций сюда сейчас поставили. Вот летом в Москве, видишь, белые все сделано, и массовики-затейники появились. Вот за этим зданием, вот, за этим зданием там как раз сам пруд. А в этом Да-да-да-да. здании, по-моему, Театральные эти идут. Спектакли Спектакли Да. здесь идут. и репетиции. казахское И посольство вот репетиции. здесь. Здесь же вот, здесь же спектакли же идут. Да. Нет, ну, конечно, не очень приятно, когда вот еще поставлены эти заслоны отстроительные. Не, Конечно, ну а там вот идет он, работы театральный идут. бульвар, он так и называется. Вот. Да, современник он там. Да, современный. А их же по Москве сколько штук там вообще? 16 или сколько Кого? театральных бульваров? Да, Их по центру 16 штук. да. Я знаю, что есть на Лубянке. Когда выходишь, прям выход, прям сразу я видел. Мади раз попали даже. Это я точно знаю. Валентина Ивановна, а вы на Сахалине были? На Сахалине была? Мне зритель Была. написал, спросите, как она туда попала, где жила и Нет, что там делала. я путешествовала. Мне захотелось посмотреть, что там происходит. И я, во-первых, дважды была на Сахалине. Первый раз мы ехали поездом и потом на пароме были. А второй раз самолетом. Прям сразу в аэропорт Спектакль, Сахалин. наверное, будет. Да. слышь. А Да, жили будет, где? В будет, гостинице, да? Будет, вон они сидят. Вон они сидят. Уже Ждут уже, места занимают, уже да. места сделаны, уже все. Да, будет или репетиция, или спектакль. Потому что
тут уже были и говорили, что кое-кто, как говорится, смотрел. Вот, Зимой пруд наглухо замерзает, и здесь каток устраивают. вот. А лебеди куда деваются? Ну, лебеди. Лебеди, ага. Лебеди, у них здесь все. Домики есть, куда они плывут. Вот, а потом их, Ну, их, на зиму да. забирают А может и Запах. улетают. в теплые помещения зимой. Нет, конечно. Вот они пруды. А деревья, посмотрите, даже все уже они наклонились, смотрите как, к воде, а корнями еще держатся. Это очень старые, Да. очень старые. О, Вон там там уже что-то. какое-то мероприятие идет. Вон там, Вообще Москва, куда На сейчас той- вот в на той центре, стороне. куда ни зайди, везде какие-то, да, фестивали, Да, очень праздники. хорошо Да. для людей сделали, мероприятия. на самом деле. Это просто нам бывает некогда, а большинство людей... Причем большинство людей специально приходят. Вон, видишь, специально, домик для уток, чтобы вон он. посмотреть, да. Вон Нет, они. домики я знаю, да. вот эти. Вон с удочками пытаются что-то Видишь, поймать. коричневые утки, Да, это да, что-то. огори. Обыкновенных уток гоняют эти борзые утки. А где-то в Московской области чуть не убили 2 уток. Пару, которые нельзя разлучать. Лебедей? Да, лебедей. 2 лебедей прям вообще. Ну их спасли. Ну, люди же у нас звери. Ну а он сказал, что типа им, они там брали интервью, он говорит, типа им показалось, они ошиблись. О, рыбаки здесь даже есть, гляньте. Это рыба здесь есть, Ну, наверное. раз сидят, наверное, есть. Вон он напротив современник, театр Да. Олега Ефремова. А Ефремова уже выпустили же, да? Да. Это сын его. А? Это сын его. Сын. Не сам Ефремов, это Олег. Олег умер. Ефремов на Новодевичьем Олег давно кладбище. умер. Это Михаил, сыночек его. Ну, мы его выпустили же. Да. За примерное поведение. Но у него 5 детей. Стоял вопрос о том, что их еще и кормить надо. Но у него и сын еще играет. Ну, это понятно. И очень хорошо играет у него сын. Молодой, Кафешечка который- здесь прям. Это как поплавок. Оно или зимой тоже работает? Да, этот кафе? работает. Как поплавок, да. Здесь, видите, полная посадка. Так, я иду смотреть цены. Мне всегда Цены? Ну, пойдемте Мне посмотрим. всегда интересно. Цены вот они. Да. Читайте вслух. Но если язык с печеным картофелем 1350, то это, конечно, чудесно. Ага, греческий салат 750. Борщ Да. 590. Так, все. Десерты все от 430 до 1250. Рис на пару 250. Картофель фри 370. Ребятки милые. Так, сало, гренки и горчица 430 рублей. А ассорти букет 1480. Больше не хочу. Все, отходим. Все, поужинали? Отходим. Поужинали? Цены Нет. посмотрели. Нет. Ты понимаешь, в чем дело? Я всегда смотрю с точки зрения доступности любого заведения для простого человека. Знаменитый дом Именно со для зверями. простого. То есть нормального, ты понимаешь, нормального, как говорится, не бедного, нормального. И тем не менее, представляете себе, отдать за греческий салат почти 800 рублей, понимаешь, это просто неинтересно. Можно отдать, но неинтересно. А за какое-то ассорти вообще 1500. Вы меня простите. Это то же самое, когда мы с Игорьком взяли шампанское. 200 грамм. Бутылочка. Вот так. Мы 2 по 200 взяли, А? не? Мы две бутылки взяли по 200 Валентина грамм. Ивановна долго Да, возмущалась. ну еще 550 рублей, 1600 заплатили. Когда нормальная бутылка шампанского хорошего, даже, как говорится, просека, и то она сейчас 1300 стоит, 0,75. Ну это же просто абсурд. Ну иногда подуриться можно, безусловно. Можно и сделать, и купить, но это неинтересно. И вот они такие цены сделали, ну, конечно, рассчитаны на как бы, гуляющую публику, А как, которые хотят посидеть, ради бога. Что ты забыл? а как интересно, Валентина Ивановна, когда бесплатно, да? Вот тогда Нет, интересно.
Нет, есть же... Игорь, бесплатно ты, пожалуйста, меня, как говорится, не поддевай. И не насмехайся. Это бесплатный настолько, где сыр? Сыр, да. А я считаю нормальная цена. Греческому салату цена не больше от 350 до 450 рублей. Тогда, пожалуйста, эту цену мне не жалко. Все. И за сало платить кусок, значит, черного хлеба, горчичка и кусочек сала почти 700 рублей. Ты понимаешь? 750. Да, 750. Так что это абсурд. Просто абсурд. Он мне не интересен. Ясно. Будем, пожалуйста, ради бога, вперед с песнями. Запретили сейчас голубей кормить возле дома. Да, Штраф, запретили даже штраф. грязь несусветную. Грязь несусветную. Здесь же все придется мыть. Вон, смотри, что делается. Там, где поле, там же полный свинарник. Полный свинарник. Да. Вот. Но у нас возле дома вообще... Смотрите, театральный бульвар. Ага. Вот так, на Покровке. Малые сцены на Чистом бульваре, Чистопутный бульвар, Покровский бульвар. Вот Цветной бульвар, пожалуйста. И все. В парке Политех. Не помню, это где же такое-то? Где-то Политех, не знаю. Так, Политех. Видите, Покровский все эти знаю. Политех не знаю. Вот видишь, тоже что-то такое красивое сделали. Да. Вот здесь тоже что-то будет. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. О, какая-то. Что-то фантастическое, праздничное, феерическое, даже волшебное. Рождаются новые смыслы, Станиславский. воплощающие сознание. Таиров. Что-то из театрального, видите, Да. тут рамки. Вахтангов, да. А странное представление. Эстрадное. Вы когда последний раз были в «Современнике», Валентина Ивановна? В «Современнике» я была давно. Еще при Галине Волчек, когда она была руководителем. А, это давно, да? Я не была. Написано крутить, я кручу. Ну и шарики полетели. Мыльные пузыри. А здесь что? Ну здесь такие площадочки сделали То же самое. с раритетными вещами. Вон, видите, чемоданы. А вот, все написано внизу. Это в июне было. А по 31 августа международный открытый фестиваль на улицах Москвы. Можете присесть, Валентина Ивановна. В креслице, да. А ты туда, я вас запечатлю. Сейчас сядь, ты поближе. О, Саня поближе. Ну что, Ну, будем разглагольствуйте. смотреть и ждать представления? Да, Ну, начинаем. давай, начинаем. Шеф шампанского. Вахтангов. Нет, Коньяк. нет праздника, нет спектакля. Привезли нам Бессмысленный коньяк. тогда наша Фонарик включи, доброта. Сань. И нечем тогда увлечь зрителя. Чё там Работает? было? Фонарик включай, не работает. А еще Бутафория. рано. Его дадут свет, когда будет Когда темно. будет, да. А сейчас это не будет. Все? Да, пойдемте дальше. У вас такого вот чемодана, сундука нет, Валентина Ивановна? Нет, у меня поменьше есть. Есть. Старый еще, да? Старый, да, есть. Чё? У меня даже есть зингеровская машинка. Не такая, а лучше. Настоящая есть зингеровская машинка. Тебе не надо? Могу подарить. Я кройкой и шитьем не занимаюсь. Он Сане может Нет, понадобиться. Санечке даже не надо. Саше некуда ставить дома вообще ничего. Саше домой вообще ничего уже не надо. Я сегодня избавился от принтера старого, выкинул. Ну, это понятно. Кому он нужен уже когда. Вон уточка, видишь, Ух плывет? ты. А это что это там наделали? Каких-то непонятных. вещей. Перья какие-то. Какие-то- Слышь, Игорь, я не пойму, а где лебеди? Здесь же лебеди плавали же раньше. Ну не прилетели, наверное, еще. Чё это? Это, наверное, какое-то будет мероприятие. Там какой-то мастер-класс. Говорю, Да. там Мастер-класс какой-то идет, да. Да, Вот где рядом с Петром-то, вот где они были. А, здесь, да? Петя поспал. А. Ну да, вон.
А Лена спектакль или фильм смотрит? Нет, они тоже пришли просто посмотреть и пофотографироваться. И вот на этих самых, как это называется? Пуфики. Пуфик, не пуфик. Ну что-то такое. Не, ну красиво, чего сделали. Вон цветы какие прям. Он есть пустой. Кто? Пуфик. Вы хотите на пуфик сесть? Нет, я пока не хочу, мы еще спать не собираемся. Мы еще гулять собираемся, веселиться. Сейчас что-то будет. Во, я говорю, какое-то мероприятие идет. А почему? Да потому что он будет обниматься. Это невозможно было не заметить, если бы вы были внимательными. Игра эта заключается именно в этом. Вы должны обратить внимание, у каждого своя пристройка. Так. У Святослава такая, и он выиграл, как бы победители не судят, друзья. Он выиграл эту игру. Давайте поаплодируем. Давай, Девочки, давай. я... А чему аплодируете, Валентина А Ивановна? нам сказали аплодировать, мы аплодируем. Мы же организованные. Но я к тому, что Группа, надо да? обращать внимание на изменения людей. Например, кто-то все время хихикает. Как только его выбирают играть, вести игру, он становится серьезным. Кто-то наоборот ходит такой весь невозмутимый, и все нормально, только какая-то ответственность, я вожу, я главный, и сразу начинается какая-то немножко судорожность, мне страшно, кровь приливает. Ну, то есть, это нужно на это обратить внимание. А вы немножечко сейчас косяк тунца, который ходит и такой... И мне ничего не интересно. Что, будем? Концерт мартышек, вон. Требует концерт мартышек. Массовый, между прочим. Массовый. Ну, друзья, уж извините, на что напросились. Не любите работать, Чего, любите Валентина Ивановна? устраивать концерт Пойдем мартышек. танцевать. А я Сейчас, приглашаю Пойдемте. весь бульвар посмотреть на это. А мы, все мартышки встают на сцену. Дорогие наши парочки, которые обнялись, Что-то вы можете наблюдать хотите и спросить следующий концерт. Наблюдать за своими Она друзьями, посмотреть хочет. товарищами. Сейчас будет танец Девчонки, мартышек. спасибо. Хорошо, приходите, мы здесь до конца недели с 5 часов. Ну что? 5 часов Нет, утра. нет, нет, я вижу, что одна мартышка покинула наш шатер. Так, ладно. А вот так вот, представляете, смотреть. застеснялись. Долго У нас будет остались самые собираться, пойдем смелые дальше. мартышки, и мы ждем этого концерта, аплодируем аплодируем, правильно. А мы под аккомпанемент нашего маэстро Дмитрия, Дима, под ваш аккомпанемент, пожалуйста, мы изображаем вольер мартышек. Дима заснул шумный, так. шумный вольер мартышек. Не работает, по-моему, этот микрофон. Работает? Да. А что требуется-то? Просто мелодию давай, чтобы им было повеселее дрыгаться. Ну что, Давайте. давай, ты что? Нет, ты у нас мартышка, между прочим. Он Поехали! обнялся. Поехали! Ладно, Поехали! спасся. Ну что, мартышки, начинаем! 3, 2, 1. Ну, активнее! Да, горилла! Да. Я напоминаю, что у нас проходит наказание людей, которые неактивно играли в нашу игру. Это было! Валентина Ивановна, не Только мартышки хотите должны быть шумными, присоединиться? очень шумно нужно. В качестве Всё. мартышки. Было! Я не вижу элегантную мартышку. Эли, элегантная мартышка, пожалуйста, мы А вас где ждем. музыка? Это было! Мы ждем. Пожалуйста, прыгаем, И мартышки. музыка не Это работает. было! Шумно, 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 шумно. Это Пошли. было! Не сбиваемся. Нет. Ну ладно. И музыка Молодцы. отказалась. Я не всех И прощаю. мар- и Марка прощаю. мартышки Хорошая никудышные. мартышка. Так, Даша видела Мартышки хорошего не мартышка. кудышные. Мартышки никудышки. Абсолютно. Еще кон про мою Джульетту? Или давай дальше пойдем. Да. Они нам с утра вот эти пуфики заняли, и теперь их не сгонишь, да? Да. Нет, ну там были кучу. Давай подумаем. Так. Знаешь, в любом деле, как говорится, должно быть такой момент зажигательный. Завести. А видишь, она, Дима, давай музыку. А Дима спит. А Дима в телефоне сидел, Да. проснулся. И он на ходу спит. Ему уже все надоело. Каждый день, да, Да, одно и ему все. надоело. Но это, Игорек, не профессионализм. Все.
Ну да. Надоело тебе, устал ты или что? Ты на работе и постарайся. Вот Поэтому мартышки пример, да? научились. Представляете, Леонтьев 50 лет поет дельтаплан свой, да? И прыгает, как не знаю кто. 50 Как лет. мартышка. И ничего. А это что у нас так? Это тоже сказки для детей из рядного возраста. Это как понять? Я же не разбираюсь. Могу это, Я бы знаешь, хоть- покурить и зайти. Ну да. А то я иду... А что вы сказали, Валентина Ивановна? Я не понимаю, что такое изрядный Доброго возраст. вечера, мы с вами в Сокольниках. Да, Сокольников, все правильно. Вы мне не подскажете, что такое изрядный возраст детский? А? Кому за 90? Хорошего вечера. Это такой, который непонятный возраст. Да? Да. Непонятный возраст. А как понять непонятный возраст? От нуля? Где-то до люди какого? уже загореть успели. А сейчас Сокольники пока закрыты, Надо они просто только в купить конце. 20 самого. соток земли в Подмосковье, Нет, И да. все? построить дом. Сами строили. Лопату в И руки все и будет погнал. нормально, да, газонокосилочка и вперед с песней. И там за- и там- сказала, на каких Хороший рецепт. Будем понятно. знать. Загар хороший. А второй вариант на Мальдивы съездить. А это в России у нас в Щелково, Да. в Подмосковье. Правильно, загорели, нормально. Наш всё. загар вообще хорошо держится. Вот В так вы, сравнении всех так заграничных. вы Добавим темная, еще от так вы темная, Да. а я вот рыжая. Меня хоть сколько не стоит под солнцем. Буду никакая. Валентина Ивановна везде узнают. Даже на чистых прудах. Не приходите. Девушка Так, говорит, здесь тоже Сокольников что-то придумали. Ну-ка. Там изрядный возраст, который мы не поняли. А здесь лекция. Да. Интерактивная Так, что тут, Валентина лаборатория. Ивановна, читайте вслух. Сейчас какая-то началась интерактивная лаборатория, а 18 техника выявления событий, в 19 космическая поэзия. Да, это непонятное все тут. Да. Нет, это тоже идет какой-то мастер-класс. Три коллеги с половиной сидят. Так, то есть кормилица А, ее получается. создается художественный образ. Вот. Много, да. Ага. Пора выдавать. Валентина Ивановна, Потому что любопытная, самой да? ребёнка нет. Пошла. Всё. Ну, она не то чтобы дочка-внучка, она скорее такая у нее няня. Да. Но тем не менее. Так, хорошо, допустим, если у нас кормилица получает мать, а кормилица это зачем? Присядьте, Тоже, я не знаю, увидеть внуков, они же постоянно говорят, да, там, что, когда у тебя будет ребенок, я хочу увидеть внуков, Да. вот это и мотивация. Должен придать Потрясающе. А кормилица для что-то, чего? что, там, Да, когда для чего? есть мать и кормит мать. Да. Очень Кормилица была для Да. того, что когда нету молока. Это мастер-класс. Мгм. Театральные. кормилица. О, Совсем скоро. Да, зациклились на кормилице. Молодая мать, которая уже родила, как бы отчиталась, но тем не менее с нее это не совпадает. Потому что она ходит и говорит, Что, узнали, Мы Валентина Ивановна? обменялись улыбками, поняв друг друга, что большего идиотства придумать трудно. Их там снимают, Нет, вас понимаешь, снимают. Игорек, Вот. когда вот мы были с тобой на Старом Арбате, Ага. и в хатовские, репетировали. вахтанговские артисты, да, делали репетицию черновую, там хоть было понятно. Они людям показывали, как это дело происходит. Но когда здесь мальчик молодой зациклился на кормилице, ну это, конечно. А вот здесь давай что-то интересное, народу много. Да они так и сидят здесь. Мы Да. с той стороны шли, ну, вообще Народу много, что-то никакого хотят. движения. Сейчас тоже лето в Москве, тоже. Ну-ка. Театральный бульвар. Чего-то здесь аккордеон. А вон спросите, Валентина Ивановна, А? вон Вот девочка. спросите девушку. Да. Будьте добры, что здесь происходит? А сейчас вот в 19:00 будет Что все? вокальное составление Что? мотивом дуэли Пушкина. Во сколько будет? 19 часов 50 минут. Через сколько? Через 5 минут? Нет, через 20 минут. А, через 20 минут. Ясно. Кукольный театр. Кукольный театр тоже хорошо. Этого хоть дело. Прекрасно. Давай пока пройдем дальше, а там посмотрим. Может быть, и придем на кукольный театр.
Напитки, мороженое. Может, мороженое? Валентина Ивановна, Мороженое хотите? а чё? У нас гумовская и чистая линия, да? Вот. Да, обычная. Какой гум? Да. Сколько? Одну? Пойдемте. Чего? Ну, еще здесь терпимо. Чистая линия. Нет, Здесь, еще терпимо хотя бы. Хотя я бы помню, я терпимо. стримы здесь вел, когда Да. и раздавали бесплатно гуму, вот эту чистую линию. Ну, там обмакивали в разные наполнители. И в Народищу. И в Губе тоже раздавали. На халяву Звезды народ раздавали. любит. Было такое. Так. А здесь что у нас? А бывает раздевают? Да, азамут и разбули. А, бульвар. Это какие-то сувениры? Сувениры. Да, это сувениры. Фонтанчик. Валентина Ивановна, нырнуть Залезть? Запросто. не желаете занырнуть? Куда вы? Да вы что? Залезу. Не надо, не надо. Я пошутил. Потом я вас вылавливать не буду. Ну и что? Залезь? Залезу. И ты не надо. Спасать не будешь? Ой, это называется. А спасать будешь, но не надо. Я буду снимать. Это понятно. Нет, вот если бы вот этот камушек был бы здесь поближе, я бы сделала, а его сделали далековато. Но тем не менее все равно сижу. Да? Снял? Я давно снял. Мадемуазель. У меня же каблуки. Так что... Фух. Отдавай сумку, она тебе лишняя. Там у вас микрофон с той стороны, Валентина Ивановна. Сумку на эту сторону повесьте. О, а то Всё. там микрофон. Хорошо, хорошо. Как прикажете, Да, сэр? чтобы вам не мешало. Да, Что, туда пойдем по центральной? Да. Ну давай туда А тогда. мы же оттуда пришли, пойдем так. А, Мы с той Мы же стороной оттуда шли. пришли же. Мы той стороной шли. Пойдем этой. Что-то сегодня здесь бледновато. рабочий день. Устали, что ли, люди? Вроде сегодня у нас какой день? Жара, все. Да, Жара, наверное, из-за жары, да. среда. Но уже сейчас прохлада наступила, уже хорошо. Мы правильно, что пришли в 6 часов, к 7 часам уже совсем красота. Вон, смотри, цветочки и то бедные как. Вон как они. Их поливают, они выживают. Пытаются закрываться, когда не Сейчас, надо. секунду. Ой, гортензии во что превратились. Бедные, Пойдем. сухая Вашу ручку, да? Вашу ручку, мадам. Иду, да. Я урок Вот. вам преподал. Да, давай. Мадам. Я Да. вам урок преподам. Да. А где ты говоришь танцы здесь? Ну вот там мы должны быть, Должны Может, они быть. только по выходным тоже? где мастер-класс был. Слышь, может, они только по выходным? Вот, трамваи ходят. здесь. Трудно Я- сказать. Трамвай ходит, там не останавливаются возле метро, Игорь. Они, у Он них проезд разворачивается, есть? Он ходит, он разворачивается, но возле метро не останавливается. Ну да. Я думаю, вообще не ходят они там. Нет. Я раз с Патриков шел к метро Арбат, по бульвару тоже. Так. И огромная свинья, хряк, и ее выгуливают там. Это какого-то артиста был. Наливают целые эти лейки и куда-то возят Они воду. поливают цветы. Вон поливает. Вон он, видите? Вон. Ну, да, а я смотрю, тот на тачке повез, а это вручную несут. А вон у них тачка. Наверное, там воспользуются. А вот там вот можно пройтись, да, я не помню только как дорога идти, там есть католический собор старый. И там было, это как в Органная Чили, музыка? Органная музыка там играет, бывает, выходные. Католических, да. И плюс там был этот, как его, Ага, цветочки, правильно, они пить хотят.
Им жарко. Вот, и где католический собор, там сейчас они сделали школу католическую. А раньше там было училище обувное. Это моя первая профессия, на которой я пошел учиться. В католическом соборе учились? Не, в католической школе. А, в школе? Оно раньше, оно же было его же потом отдали католическому собору, потому что это здание принадлежит католическому собору. Понятно. Вернули. Да. Но только это вернули через много лет. Ну, естественно. А там училище было. А я вот в католический собор ходил всегда. Ну, понятно. Там, конечно, когда органная музыка, очень хорошо. Да я и просто ходил службу послушать. Очень красиво на самом деле. Понимаешь, я тебе хочу сказать это самое. Вон они опять. Учеба. Учеба. О, в бадминтон не хотите поиграть? Нет, это не мое. Вы же молодая еще. Да, я еще не доросла до этого. У меня еще все впереди. Когда вам будет 125 лет, тогда поиграем в бадминтон. Конечно, конечно. Игорь, Будет- запечатли, запомни, когда Валентина Ивановна будет 125 лет, мы будем играть в бадминтон. Да, обязательно. Обязательно. Это она говорит обязательно. Когда 125 будет? Да. Поэтому придется вам дожить. Запросто. Будем стараться хотя бы ради этого. О, Да. Валентина Ивановна, ну для кадра несколько движений. Слабо? Не каждый в 91 год так сможет, Валентина Ивановна. это неинтересно. Вы нигде не пропадете. Абсолютно. Так, ушли мы с Чистопрудного бульвара, вот вышли на Сретенский. Сейчас пройдем, попытаемся центральный рынок номер 1. Покажу ребятам. Наверняка не знают. Центральный рынок я знаю вдоль и поперек. Номер 1. Сейчас посмотрим, то ли это Он не то. когда-то был центральный. Все, посмотрим. Вон, Очень красиво. здесь, Тоже видите? лето в Москве красиво. Зелень прекрасная. Чудо. Гортензии прекрасные. Очень здорово. Давно здесь не были, Валентина Ивановна? Давно здесь не были? Нет, не так давно. Здесь я ходила. По Сретенскому бульвару я ходила. Там какие-то нужно было делать дела в какой-то здесь организации у моей приятельницы. И мы с ней ходили. Нет, старую Москву я посещаю довольно часто. Хуже знаю новые районы, которые открылись. Как-то так не очень получается. Ну что, попробуем
что-нибудь поужинать сейчас в этом рынке. Ну, с той стороны заход, если я вас правильно веду. Молодец, молодец, ведешь нас хорошо. Главное, самое интересное, несмотря на то, что здесь как посыпано какой-то крошкой. А это идти- гранитная крошка. А идти все равно удобно. Нет, Да. просто удобно. Нормально. Я еще тот Иван Сусанин. Вот так. Это видно, Что? что он Иван Сусанин. Только без усов. Я не помню, чтобы Иван Сусанин с усами был. Я вообще не помню, как он Я выглядит. не помню. И на всех картинках что-то не запечатлелось, чтобы у него усы были. Куда-то идем, мы идем, Московский дом книги. Походу не туда мы идем, хотя, Туда по прямой, наверное, Игорь, еще там же Ну тоже да, парк да. должен быть. Неужели не... ну это вот памятник Надюши Крупской. Надежда Крупская. Топ-5 книг. Книжное кафе. Книжное кафе. Интересно. Да нет, О, он не коварный, просто что-то он не интересно, отвечает. ну-ка. Проблема в этом заключается. Для того, чтобы на него ответить, надо вот абсолютно бессовестно воспользоваться тем, что у меня в руках микрофон, и начать рассказывать. Ну, для начала в зрелом возрасте обязательно надо почитать Толстого Льва Николаевича. Если хочешь заниматься психологией, хотя бы чуть-чуть, надо обязательно почитать «Рубку леса», надо обязательно почитать севастопольские рассказы. А если хочешь узнать, как работали органы государственной власти в Российской империи, надо Пойдемте? почитать Пойдем. Анну Каренину. А для того, чтобы понять, какая психология вообще на самом деле без сносок и всякой. Вы читали Анну Каренину, Валентина Ивановна? читала Анну Каренину трижды. И в как вам? разное время. Совсем молодая, постарше. И потом. И было 3 разных Анны Карениной. 3 разных восприятия. Это действительно. Но то, что он говорит, что надо начинать с севастопольских рассказов, ну это, конечно... Это писатель какой-то. Да, какой-то писатель, это же, видишь, это самое книжное Очень кафе. известный в Книжное узких кафе, кругах. Наверное, да. Книжное кафе. Саня уже... О, смотри, Козловица чешская пивная. Ну, почти Прага, ты посмотри. Оно там чешское пиво наливают. Да, наверное. Да, я ж был там. А, ты был Что, там? да. Чешское Хорошее пиво. там? Да. Может, пойдем? Пошли. Вы как насчет пива, Пошли Валентина Ивановна? посмотрим. Что там Просто- смотреть? Посмотрим. Да, именно это, Что, все правильно. Пойдем в Потому что, пивнушку? да, когда я была в ирландском Набухаемся. пабе, ирландский паб, ой, Ты был здесь, да, Сань? Да, но только не здесь, в другом месте, на тихо, Китай-городе. тихо. А, их много, их сеть, да? он не одна. И что вы скажете по этому поводу, Александр? Замечательно. Пиво идет как влитую прям. Хорошее пиво там? Очень. Должно быть, А в если... Чехии лучше всего. Ну, это в Чехии, в ну, мы Праге же я в была Чехии. у Швейка и А у я Флика. в Праге был Вот и 8 всё. лет подряд. Смотрите, как сразу все оживились. А Когда я про пиво про пиво сказал. заговорили, так, все красное пока. И прям, Прям все взбодрились. Особенно Валентина Ивановна. Пойдемте. так, У нас 14 секунд на все про все. Да, конечно. 14 секунд, никогда и не сюда. Так, а где вход? Вот А тут, наверное, по прямой вход. места нет. Давай. Здрасте, а есть место у вас? Втроем.